Столкновение танкеров и разлив нефти. Танкер Бангака Лана столкнулся с сухогрузом Вейли в Сингапурском проливе в 13 километрах к юго-востоку от авиабазы Чанги 25 мая 2010 года. В результате столкновения левый борт танкера Бангака Лана получил 10-метровую пробоину, а сухогруз Вейли получил незначительные повреждения. О пострадавших среди экипажа не сообщалось. Капитан танкера заявил, что в море может вылиться до 18 тысяч баррелей нефти. Около 40% мировой торговли проходит через Малакский пролив между Малайзией и Индонезийской Суматрой. Сингапур – крупнейший в мире бункеровочный порт и главный центр торговли нефтью в Азии, находится на юго-восточном конце водного пути. Морские и портовые власти Сингапура направили 3 корабля, полных оборудования для очистки нефти. В Сингапуре заявили, что последствия аварии минимальны. В результате разлива образовалось нефтяное пятно примерно в 6 километрах к югу от восточного побережья Сингапура, и экипажи изо всех сил пытались не допустить его попадания на побережье. Команды по очистке задействовали около 40 тонн нефтяных диспергентов, боновые заграждения и 2 скиммерных катера, предназначенных для сбора нефти. По словам администрации порта, около 200 сингапурцев и суден находились в режиме ожидания, чтобы в случае необходимости очистить береговую линию. Командующий береговой охраной Малайзии Абдул-Хадиб Абдул-Вахаб сообщил, что разлив нефти локализуется, и нет никакой опасности, что она попадет на побережье. О пострадавших не сообщалось, и движение в порту Сингапура, одном из самых загруженных в мире, не пострадало. В качестве меры предосторожности власти ранее установили бон вдоль берегов острова, чтобы защитить его. Агентство по охране окружающей среды Сингапура заявило, что общественность жаловалась на запах нефти, но токсичных химических веществ в воздухе обнаружено не было. После завершения мероприятий по ликвидации разливов нефти, морское и портовое управление связались с Международной федерацией владельцев танкеров по борьбе с загрязнением. Чтобы провести обзор мер реагирования правительства на инцидент и помочь в пересмотре национального плана действий в чрезвычайных ситуациях при разливе нефти.